Здорово! Если вы хотите снимать как профессионал и получать по-настоящему киношную картинку, то сегодня я расскажу вам о самом необходимом аксессуаре для съемки, особенно на камерах Sony. Я очень долго копил и наконец купил себе новую камеру. Просто шикарную малышку Sony Alpha 7 IV. Full frame 4К 50 кадров, 10 бит 422, съемка в S-Log и еще куча других классных фишек. Конечно же, кроме камеры я брал еще объектив. Выбрал Tamron 28-75 G2. Тоже крайне приятные впечатления, хотя весит бандура полкилограмма, но сейчас не об этом. Если вы занимаетесь, или планируете заниматься профессиональной съемкой, то вам 100% в какой-то момент будет необходимо купить ND-фильтр для объектива. И сегодня у меня как раз на тесте небольшая новинка. Я бы сказал, уникальный фильтр сразу 3 в одном. От бренда K&F Concept Nano X Series. Почему он уникальный? Дело в том, что обычно фильтры представляют собой какую-то одну функцию. Например, затемнение, либо исправление отражений лучей, либо киношная мягкость картинки и тому подобное. Раньше для каждой функции, по сути, требовалось покупать отдельный фильтр, но технологии развиваются, и вот ребята из K&F Concept сделали вариант 3 в одном. Это одновременно Black Diffusion Mist Effect 1/4, переменный ND2-32 и поляризатор CPL. Все в одном корпусе, без лишних переходников и мешка разных стекол. Давайте по порядку я вам подробно объясню, что это все такое. Начнем с самого важного. Переменный нейтральный ND-фильтр 2-32 от 1 до 5 стопов ослабления света. Это тот фильтр, без которого почти невозможно работать на улице в солнечную погоду. По сути, солнечные очки для камеры. Он затемняет картинку, чтобы можно было снимать в яркий день, не меняя творческих настроек, выдержки и диафрагмы. Например, если мы снимаем видео при 25 кадрах в секунду, по правилу 180 градусов выдержка должна быть примерно 1/50, а диафрагму мы чаще всего хотим оставить максимально открытой, для красивого размытия фона. Без фильтра на солнце кадр просто выгорит. ND-фильтр решает эту проблему. Вы крутите кольцо и подстраиваете количество света, которое попадает на объектив. Как я говорил, регулировка происходит от 1 до 5 стопов затемнения, изменять которое можно с помощью поворотного кольца. Для этого нужно покрутить вот этот оранжевый рычажок, ослабив его, и после этого менять затемнение. Соответственно, если мы будем крутить кольцо фильтра, когда рычаг заблокирован, мы будем менять настройку другого фильтра, CPL. Давайте поговорим про него. CPL-фильтр или круговой поляризатор — это как специальные антибликовые очки для камеры. Он убирает лишние отражения от воды, стекла и других неметаллических поверхностей. А еще делает цвета более насыщенными и глубокими. Например, вы снимаете озеро в солнечный день. Без CPL на воде будут сильные блики, которые съедают картинку. Повернули кольцо, и вдруг вода стала прозрачной. То же самое с витринами магазинов или стеклами машин. Убираем отражение и получаем чистый кадр. Кстати, с небом этот фильтр тоже работает. CPL делает его насыщенно синим, а облака более выразительными. Также и листва на деревьях выглядит ярче, потому что фильтр убирает микроблики с поверхности листьев. В общем, это довольно художественная вещь, которая также сможет улучшить вашу картинку. Например, если вы хотите снять персонажа в машине, чтобы при этом его было видно сквозь стекло. Как я говорил, регулировка работает с помощью вращения основного кольца, когда оранжевый рычажок заблокирован, чтобы при настройке CPL фильтра у вас не крутился заодно и ND-шник. Ну и наконец, давайте поговорим про последнюю функцию этого фильтра. Black Diffusion Mist 1/4. Это фильтр, который делает картинку мягче и более киношной. Если ND это солнечные очки, а CPL антибликовые очки, то Mist это как легкий туман, который смягчает свет и убирает слишком резкие контрасты. Он слегка размывает блики, смягчает кожу и делает переходы между светом и тенью более плавными. Благодаря этому картинка перестает быть резкой и цифровой, и больше похожа на кадр из кино. Проще говоря, без Mist-фильтра кожа и блики на лице выглядят жестко. С Mist мягко и приятно. Это вся его основная функция. Хочу отдельно отметить, что в отличие от ND и CPL, этот эффект не регулируется и всегда включен. Это может быть минусом, если вам нужна супер четкая картинка. Однако имейте в виду, что для портретов, свадеб, фэшн-съемок, музыкальных клипов и тем более художественных короткометражек наличие этого фильтра только плюс. Еще один важный плюс — это Self-Locking система, которая предотвращает крест на изображении при сильном затемнении. Некоторые фильтры страдают от этого эффекта, а здесь все четко. Тут также есть антибликовое 28-слойное покрытие для защиты от царапин, воды и отпечатков. Как вы поняли, такого рода фильтр крайне полезная вещь при любой съемке. И вариант от K&F Concept — это прямо универсальное решение из тех, что сейчас есть на рынке.
Я уже отснял с ним целую свадьбу, и результат его работы мне очень понравился. Если что, поставляется он в картонной коробке, внутри которой лежит чехол с фильтром. Круто, что это не какой-то пластиковый кейс, а такой чуть ли прям не кожаный приятный чехол, в котором безопасно и удобно хранить фильтр. Имейте в виду, что фильтры бывают разных размеров, и вам нужно подбирать именно под размеры вашего объектива. Обычно эту информацию легко загуглить, либо можно посмотреть прямо на самом объективе. Например, вот на моем Tamron внизу указано диаметр для фильтра 67 мм. А у фирменного объектива Sony на передней стороне написано 40,5 мм. Вот этот маленький значок показывает, какой правильный размер. В общем, довольно легко узнать, какого именно размера фильтр вам нужен. А еще лично от себя могу подсказать один лайфхак. Вы можете купить фильтр самого большого размера и дополнительно купить набор переходных колец. Обычно они стоят копейки. Благодаря этому вы можете использовать один фильтр на все свои нынешние и будущие объективы, просто меняя переходные кольца. В перспективе это может сэкономить много денег. Если вы занимаетесь съемкой свадеб и мероприятий, блогами, художественными фильмами, то эта вещь обязательно вам пригодится в ваших проектах. Я вот остался крайне доволен, все-таки очень компактная вещь, не нужно с собой таскать целую кучу фильтров, сборка на уровне профессиональных аксессуаров и по цене не сильно кусается. Надеюсь, я максимально подробно смог рассказать про все функции этого фильтра, постарался собрать краткий, но подробный текст без лишней воды. Кроме фильтра у меня еще появился небольшой набор для ухода за камерой, про который я бонусом вам тоже расскажу. Это кит для очистки камеры 6 в 1. По сути, набор средств, чтобы чистить объектив, сенсор камеры, дисплей, байонет и другие деликатные поверхности. Универсальная вещь, которая подойдет для любой full-frame камеры и объектива. В комплект входит резиновая груша, она мягко продувает воздухом и удаляет пыль с объектива и сенсора. Далее чистящая ручка с угольным кончиком. Этот кончик из углеродной пыли аккуратно убирает отпечатки и мелкие пятна. Еще есть щетка на другом конце, ее можно использовать для легкой сухой очистки. Насадки сменные, подходят как для full frame, так и для кроп камер. Также есть стик-палочки для полнокадровых камер. Они нужны для прямого контакта с сенсором и внутренней поверхностью байонета. Безопасные, мягкие и точно рассчитаны на размеры full frame камер. Ну и бонусом лежат микрофибровые салфетки. Мягкие, стираемые, отлично подходят для экранов, корпусов и линз. В общем-то, такой набор пригодится, если вы не хотите нести камеру в сервисный центр для очистки, а готовы сами провести эту процедуру. Сначала грушей продуваем от пыли или, не дай бог, песка все хрупкие компоненты, затем чистящей ручкой с помощью угольного наконечника стираем следы жира и отпечатков пальцев с поверхности линзы. Если после продува на сенсоре остались пылинки, берем стик и аккуратно проводим по поверхности сенсора ровным движением один раз, без лишнего давления. Ну и в конце останется только микрофиброй протереть экран, байонет, заднюю крышку или просто весь корпус камеры целиком. Очень полезная вещь, особенно после съемки на улице, где может быть много песка, который очень вероятно может попасть на вашу камеру во время работы. Единственное, настоятельно советую вам быть очень аккуратными с сенсором камеры. Никогда сильно не давите на него. Обязательно продувайте грушей, чтобы не размазывать пыль, и не злоупотребляйте влажной чисткой. Иначе со временем мелкие частицы могут создавать микроцарапины, которые просто уничтожат ваш сенсор. Поэтому пользуемся, но с умом и аккуратно. Ссылки на официальный сайт бренда с этими аксессуарами я оставлю в описании к ролику. Если вам интересен такой контент, дайте мне знать об этом в комментариях, и я сделаю еще ролики про качественную съемку видео. Например, недавно я полностью научился, как грамотно снимать в знаменитом цветовом пространстве S-Log 3 на камерах Sony. Если вам такое интересно, я могу рассказать, какие настройки нужно выставлять при съемке и как потом все это правильно красить. Поверьте, там полно секретов и подводных камней. Не прощаюсь с вами, увидимся в новых роликах в YouTube на канале GameTalk.